Всем привет! Переходите на раздел сообщества. Здесь мы пытаемся вам донести информацию после прогнозов, что происходит дальше, ситуацию на рынке, разные варианты движения цен, нашу торговлю, листинги. Также переходите, внизу будет под описанием будет ссылка на наш телеграм-канал. Здесь мы тоже выкладываем и сигналы, вот начали выкладывать, и листинги предстоящие, и нашу торговлю. Очень много полезной информации. Вот хочу вам продемонстрировать, типа, видите двойное дно и так далее, куда пойдет цена. То есть полезный телеграм-канал. Дальше. Сегодня мы поговорим с вами о том, что будет, если купить криптовалюту до листинга и после листинга. Вот криптовалюта DOT залистилась 14 числа, насколько я понимаю, да, даже 16 числа, да, залистилась на Coinbase и упала на 3,78%. Это буквально за какой период? За 40 минут упала. Далее, криптовалюта выросла. Понятно, что вы можете это сами просмотреть, но большинство людей, они не сильно анализируют. Через 3 часа она поднялась на 4,78. Примерно здесь проторговка была. Опять упала на 3,73. Вот это ее волатильность. Дальше, в течение следующих 8 часов она росла на 5,90% и упала на 3,48. То есть вот у нас 3,78 упала, поднялась 4,79, 3,48, 5,90, 3,48. Вот тоже такие волны, да, у нас. Значит, здесь где-то будет сейчас тоже рост на какой-то процент. Возьмем его, он может быть и 4, может и 5. То есть монета выглядит неплохо. Также вот видите движение биткоина вверх, и цена копирует, ну, практически вся криптовалюта, она копирует биткоин. Поэтому если криптовалюта биткоин падает, вот он, проседы такие, то и криптовалюта, тот же DOT, также начинает падать. Как понять, как заработать деньги, да? То есть я, кстати, веду такой, скажем так, эксперимент. Вот я купил, я вам показывал, когда я купил криптовалюты. Вот сейчас, вот они, криптовалюты 14 числа. Это у нас был понедельник как раз. Я купил это в воскресенье и проснулся уже с профитом, потому что я знаю уже эту всю систему, когда что у нас поднимается, падает. И вот у нас там 38 начинал, вот X-бар там 90% дал, BCH 226%. Вот, через день или даже к вечеру уже цифры 406, 402 ход. То есть достаточно много. Там через день 15 числа тоже вы видите, вы можете зайти на этот телеграм-канал. Вот даже 648 БЦА ждал. И я вот думаю, хорошо, а что будет, если не продавать неделю, что будет с криптовалютой? И вот уже, допустим, через пару дней уже Доги показал минус 100%, BTT минус 148%, XRP минус 256%. Суши, кстати, начали пампить, потому что его тоже на Coinbase Pro добавили, будут добавлять, вот даже добавили, наверное, уже сегодня. Или добавят 19, наверное, 19:00 будет. Вот как раз вот вы увидите такой скачок вверх и вниз потом, после добавления. Вот. И уже я понимаю и могу сказать, что держать на фьючерсах, вот вы получили 500%, вот видите, он там 500%, у меня больше процент не вырос, то есть вот он максимум 500 это суши, ну понятно почему, ой, суши, шиба,
Почему? Потому что еще пампят его, а все остальные, они пошли уже вниз. И я вот выставлю еще вечером, что у меня получалось. Понятно, что я не дурачок, я зафиксировал эти цены, и когда они у меня были практически на 600-700%, каким образом я фиксировал, это очень просто, 50%, потом от суммы еще там 50%. У меня, в принципе, здесь, когда у меня будет вот тут минус, у меня тут особо тут копейки уже остались, и то я могу усредниться пару раз и уже быть на коне. Так что вот эксперимент провожу, пару слов сказал про него. Заходите, смотрите наше сообщество. Теперь информация про DOT. Да, все понятно думают подзаработать. И вот на Binance DOT торговался уже давно. И мы можем проследить динамику, что было до того, как ее начали пампить. Вот, скорее всего, вот этот день, 14 июня, это и есть памп этой криптовалюты, может даже 13 июля. То есть вот информация до 14 июня нам сообщили про то, что криптовалюту будут листить. Да? Вот, допустим, 14 июня. Ну, тут давайте посмотрим волатильность отсюда. Мы 12%, но из-за того, что вот биткоин пошел вверх и дал, скажем так, такой толчок движению. Потом просела на 5%. И вот он, допустим, информация, кто-то закупился раньше, позже. Вот криптовалюта на этой новости выросла на 19%. Заметьте, вот 7 часов. Тут у нас не какая-то проторговка какая-никакая. То есть давайте отсюда или откуда взять. Давайте с вершины до сюда. Смотрите, что я хочу вам сказать. Максимум криптовалюта после того, как новость сообщили, она растет 13 часов. Дальше идет уже после 13 часов, ну, по крайней мере, на DOT, уже идет динамика спада. И это уменьшение продлевается, в принципе, один день, практически 2 дня и минус 13%. На суше, то есть Shiba, этот процент намного больше. Вот, потом криптовалюта выросла там на 5%, ну, взагалі на 2,33 всего лишь выросла. Вот, понятно, сейчас криптовалюта биткоин тоже подросла, упала, подросла. Все зависит сейчас, понятно, от главного здесь, это биткоина. Вот, динамика рост, значит, будет все расти. Но криптовалюта биткоин, если растет там на 10%, то все все альткоины, они растут в 2 раза больше. Там не 10%, а 20%, некоторые 30%. Вот. Поэтому вот, собственно, что я вам хотел сказать. Вы, конечно, можете и не на новостях о пампе, на новостях о листинге зарабатывать. То есть вот есть волны, и их нужно вам изучить и понять, что происходит и куда идет цена. Но если вы хотите заработать на информацию о листинге, то, скорее всего, если вы там онлайн там не сидите и не смотрите, то и у вас нет этой монеты, вы хотите купить, то вы, скорее всего, окажетесь вот примерно в ситуации, когда вот, ну, да, в ситуации, когда вы можете, да, заработать больше 10%, это точно. Вот. Если это на фьючерсах ускорять с кредитными плечами, это, конечно, опасно, но вы, понятно, можете заработать больше. Но вы должны в этом разобраться 100% и не делать поспешных каких-то действий, там, желание заработать. Нужно вам учиться. Всему нужно учиться, всему новому. Вот, поэтому вот у нас такая ситуация возникает, что до листинга вы можете заработать там до 20%, и потом уже, в принципе, держать монету смысла нету. Нужно ее по чуть-чуть распродавать.
Следующее видео, которое я запишу, это будет как раз информация про SHIB. И очень мне нравится эта монета. На Coinbase она тоже, вот как видите, новость о листинге. У меня было там 15 или сколько там миллионов этих SHIB. Ну, небольшое количество, скажем так. Вот. И тоже криптовалюта уже после того, как выросла, начала проседать на 21%. Но на фьючерсах 21% это очень много. И если на споте вы там... Я просто с этой криптовалютой там покупал ее на 550, на 600. То есть я все равно в профите давным-давно. Сейчас это будет листинг. Я думаю, там будет такой... Давайте даже зафиксируем мои слова. Я думаю, что будет вот такая вот, может быть, резкое движение вверх. И сохраним. И потом, кстати, неправильно я нарисовал. 15 минут, я думаю, тогда вот так вот 18. Вот здесь, может быть, не дотянет. Либо отсюда пойдет вниз, либо отсюда пойдет вниз. Смотря как оно пропампится. Вот. Предварительно оно должно чуть-чуть упасть. Опять может до сюда, может отсюда и идти на памп. Вот. А потом, когда 19, наверное, часов, вот где-то в этом районе, 19 часов, оно будет падать. Ну и потом объемы покажут. Ну, потом, я думаю, что должно динамика быть позитивная через какое-то время, когда оно просядет. В общем, вот так вот, вот такие вот наблюдения. Я думаю, вам полезно наши видео смотреть. Очень много видео мы для вас выкладываем с прогнозами, с разными рекомендациями, анализом и так далее. Подписывайтесь на канал, не жадничайте, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям и смотрите, продолжайте наш канал дальше. И поставьте плюсики, кто досмотрел видео до конца. Всем спасибо, всем пока.